Всем привет! Сегодня у нас сборное видео, где я продемонстрирую свои последние приобретения, обзоры на которые вы могли видеть не так давно на моем канале. И у меня часто зрители спрашивают обзор на определенную модель, и оказывается, я уже демонстрировал ее в видеоролике, поэтому кто не видел предыдущие видеообзоры, у вас отличная возможность посмотреть на автомобили, а кто видел старые видеоролики, просто в памяти можете освежить то, как выглядит масштабная копия. И на столе у меня стоит очень красивый трубовоз ZIL-157 от Deep Models. Его мы посмотрим ближе к концу видеоролика, а начнем с обзора раллийной Lada 2105 от XO Models. Очень симпатичная масштабная модель, которая поступила в продажу не так давно. И это довольно дорогие модели, они продаются в Европе за 30-35 евро, в то время как обычные модели от XO можно приобрести за 20 евро. И, конечно, высокая цена останавливает от покупки всей линейки раллийных лад. У меня в коллекции их две штуки. Планировал купить еще одну ладу в рекламном окрасе, но там не попали в цвет, поэтому я ограничусь пока что двумя автомобилями. У этой машины красивый бежевый цвет, очень хорошо сделан кокпит, присутствует каркас безопасности, на крышу установили антенну, также здесь стеклоочистители с водотравления. Так как XO приближен к журнальной серии, то есть и недочеты, осветительная техника с черными точками, как и на журнальных машинах, но вполне хорошо сделаны дополнительные фары. Единственное замечание: странно, зачем задний номерной знак сделали с белыми буквами и цифрами на черном фоне, в то время как передний наоборот. Очень красивые колесные диски, они золотистые, с серебристым ободком. И эта модель отлично будет смотреться на полке рядом с журнальным вариантом ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Покажу вам вторую раллийную ладу в белом цвете. Ее бортовой номер 42. Она немножко отличается от первого автомобиля. Здесь изменили положение антенны на крыше, также добавили защитную сетку на передние фары, другие регистрационные номерные знаки, точно такие же колесные диски, точно такой же кокпит, только отличается цвет ремней безопасности, точно такие же задние фонари. И здесь уже более правдоподобные регистрационные номерные знаки, чем на первом варианте. И вот так машины смотрятся, стоя рядышком друг с другом. Мне даже больше нравится второй вариант в плане дизайна, чем первый. Хотя у автомобилей схожая схема окраски. Далее покажу вам техничку Lada Team. Это Avia A21F, и на этот фургон я поставил другие колесные диски. И колесики взяты от неосской модели, по-моему, это был Cadillac V16, и у меня в комментариях спрашивали, почему на колпаках есть перемычка, это такой дизайн колпаков. И покрышки взяты от журнального УАЗика. На мой взгляд, на таких колесиках машина смотрится более симпатично, чем на оригинальных переразмеренных. Тоже вполне хороший фургон. Это вторая техничка Lada Team у XO Models, но первый фургон я не стал покупать в свою коллекцию. Еще должны выйти рафики, 3 штуки. 2 уже я видел, можно предзаказать, во всяком случае у нас. А один рафик был анонсирован, и рафы я тоже планирую к приобретению в свою коллекцию. Но, скорее всего, куплю их немножко позже, потому что сейчас другие приоритеты. У Stamp Models вышло очень много красивых кадиллаков, и их я хочу в первую очередь взять в свою коллекцию. Далее покажу вам американский трак Kenworth T600 от XO Models.
Тоже симпатичный грузовичок в красном цвете. Это первый вариант окраски. Возможно, чуть позже появятся грузовики и в других раскрасках. И у меня спрашивали насчет Мормона и Ford Aeromax. Обзоры на эти модели тоже выйдут, но чуть позже. Пока что грузовики не приобретал. Ford Aeromax я уже держал в руках и пока что ограничился только лицезрением этой модели, потому что, я думаю, выйдет еще второй вариант окраски, и он мне понравится больше. А у Мормона мне не очень понравился орнамент на боковинах, поэтому тоже жду второй вариант окраски грузовика. Конечно, есть некоторые недочеты, но не стоит забывать, что это относительно недорогие модели, и за эту цену американский трак в лучшем исполнении вы вряд ли найдете в открытой продаже. Потихоньку пополняю свою коллекцию, и у меня также есть траки от Neoscale Models в 43 и 64 масштабе, и обзоры на эти траки тоже вы можете найти на моем канале. Далее покажу вам автомобили из аргентинской журнальной серии. Незабываемые автомобили 80-х, 90-х годов. Первый пикап Ford F100. Его недавно демонстрировал на канале. Тоже вполне хорошая модель. Есть ряд недочетов, но не стоит забывать, у этой модели относительно невысокая цена. И этот пикап я покупал за 9 евро 95 центов в свою коллекцию. Немножко по тону отличается кузов от кабины, потому что кузов из пластика, а кабина металлическая. И второй пикап — это Chevrolet Silverado 97 года. У этого пикапа лучше сделана светотехника, но минус в том, что бампера и решетка радиатора черного цвета. Лучше бы, если бы их сделали в хроме. Тогда решетка была бы более объемной. И те же самые проблемы, отличающиеся по тону детали, не очень хорошее запасное колесо. В этом плане у Форда оно сделано чуть лучше. По размеру они примерно одинаковые. Далее покажу вам ГАЗ-51А от Jeep Models. Эта модель ко мне пришла с повреждениями и пришлось ее ремонтировать. Отправлять обратно не стал, потому что в магазине не было замены. Было сломано одно колесо, и теперь передний мост здесь неповоротный, потому что я все там заклеил. И у Дипа есть наборы из поворотных передних мостов. Если увижу их в открытой продаже, то приобрету и заменю на этой отремонтированной модели. А так это вполне хороший грузовичок. Давайте посмотрим на ЗИЛ-157. Очень красивая модель, одна из моих любимых от этого производителя. Несмотря на то, что у нее не поворачиваются передние колеса, очень хорошо проработана ходовая часть грузовика. И вообще ЗИЛ-157, на мой взгляд, один из самых харизматичных советских грузовиков. Красивый распуск. Поворачиваются коники. Хорошо детализирован интерьер грузовика. Хорошая покраска. И у меня в комментариях спрашивали, в каком цвете лучше грузовик, в синем или в песочном. Мне больше понравился второй вариант. Но синий грузовик я тоже планирую к приобретению в свою коллекцию, чтобы закрыть позицию в линейке ЗИЛ-157 от Jeep Models. Тогда у меня будут собраны все грузовики во всевозможных вариантах окраски. И покажу вам еще один ЗИЛ-157, только в варианте сидельный тягач. У этого грузовика очень красивый и правдоподобный темно-зеленый защитный цвет.
И в завершение могу вам показать одну модель, которую я не демонстрировал в видеообзорах. Это Mercedes 300D в кузове W189. Купил этот автомобиль по случаю, и это дилерская масштабная копия, хотя она сделана на пресс-формах XO Models. Тоже как-нибудь сделаю на нее более детальный видеоролик. Пишите ваши комментарии, какой из показанных мной грузовиков или легковых автомобилей вам понравился больше всего. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.